Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня у нас с вами будет особенное видео. Мы разберем все узоры и переходы вот этого джемпера люксового бренда. Такие модели всегда вызывают интерес, ведь дизайнеры подбирают узоры, которые выглядят дорого, современно и при этом остаются достаточно универсальными. Я покажу вам сразу два узора, которые использованы в этом джемпере. Мы рассмотрим их по отдельности, как они вяжутся, на что обратить внимание при выполнении и как эти узоры можно адаптировать для ваших собственных изделий, если вы решите повторить этот брендовый джемпер. Вообще, я очень люблю на досуге разбирать узоры по модным брендовым вещам. Они меня вдохновляют, появляются новые идеи, и при этом такой разбор дает возможность создавать свои уникальные вещи, не теряя огромные суммы на готовый свитер. Ведь главное – это узор и техника вязания, а дальше все зависит только от выбора пряжи и фантазии. И вот одним из таких своих занятий на досуге хочу сегодня поделиться с вами. Я уверена, что эти узоры обязательно пригодятся вам в будущих проектах и, возможно, станут изюминкой ваших работ. Теперь давайте рассмотрим сам джемпер. На первый взгляд узор, который находится в центре изделия, кажется очень легким, а верхний и нижний немного замысловатыми. Но рассмотрев его поближе, я поняла, что все с точностью да наоборот. Верхний и нижний узор пошли сразу, и узор получился. А вот на разбор центрального у меня ушло несколько вечеров. Он сам по себе несимметричен, это видно сразу, но еще он смещается неравномерно и формируется в четных и нечетных рядах. Когда разобралась, то, конечно же, все сразу стало просто и понятно, но заморочиться, разглядывая его и составляя схему, все-таки пришлось. А сейчас берите спицы и пряжу или заварите ароматный кофе или чай и давайте вместе вдохновляться модными идеями и превращать их в доступные и красивые вещи, связанные своими руками. Видео хочу начать с разбора центрального узора. Вот его схема, которая составлена для вязания по кругу. А поворотными рядами мы провяжем вместе, и при необходимости вы легко сможете ее адаптировать. Показывать я вам буду один раппорт этого узора, но покажу все переходы от раппорта к раппорту в ширину и в высоту. Для этого я набрала 34 петли. 20 – это раппорт узора самого, 12 петель симметрии. Они будут, если вы вяжете поворотными рядами, у вас они будут тоже в изделии. То есть при наборе петель вы должны это учитывать. И 2 кромочные петли. Первый ряд. Кромочную я переснимаю и сразу начинаю вязать раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 8 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Накид. 7 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Далее 3 изнаночные петли. Провязываю их. На этом я закончила вязать раппорт узора. Это и есть повторение, эти 20 петель. Теперь провязываю петли симметрии, чтобы узор красиво совмещался полураппорт с полураппортом этого узора. Итак, 2 вместе лицевой с наклоном влево.
По сути, я повторяю начало раппорта, но провязываю его не полностью. Далее 8 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Накид и 2 лицевые петли. Я закончила вязать ряд. Второй ряд я начинаю провязывать с петель симметрии. Итак, кромочную переснимаю. Далее идет накид. 9 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Я меняю их расположение, чтобы не запутаться, где делать эти 2 изнаночные и постоянно не считать количество провязываемых петель и не заглядывать в схему. Вы смотрите, вот здесь по утолщению дужки видно, что это были в лицевом ряду провязаны 2 петли вместе. И вот, не довязывая 2 петли до этого утолщения, это и будет убавление в изнаночном ряду. Если в лицевом ряду у нас убавление влево, значит в изнаночном вправо и наоборот. Провязываю я их вот так. И 1 изнаночная петля. Далее начинаю вязать раппорт самого узора. 4 лицевые петли, 2, 3 и 4. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Делаю накид на себя. Дальше идет 9 изнаночных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И вновь, не довязывая 2 петли до утолщенной дужки, я знаю, что эти петли мне нужно провязать вместе изнаночной. Когда смотришь на экране, возможно, это утолщение не видно, но если у вас вязание в руках, вы его и увидите, и почувствуете. Дальше провязываю 1 изнаночную, и на этом я закончила вязать сам раппорт узора. Ряд заканчиваю кромочной. Третий ряд. Кромочную переснимаю, это лицевой ряд, значит я начинаю его вязать сразу с раппорта узора. 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 6 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, 6. Одну не довязываю до изнаночных, начинаю вязать ее сразу изнаночной, чтобы получился у меня этот треугольник. И здесь я провязываю 5 изнаночных петель. На этом я закончила вязать раппорт узора. Далее провязываю петли симметрии, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, накид и 3 лицевые петли. 1, 2 и 3. Я закончила вязание ряда и провязала кромочную петлю. Четвертый ряд, его также я начинаю с провязывания петель симметрии. Кромочную переснимаю, далее 1 изнаночная петля, накид, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И вновь, не довязывая до петли с утолщенной дужкой, я провязываю 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Дальше 3 изнаночные петли, 1, 2,
3. И начинаю вязать сам раппорт узора. 6 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, 6. 3 изнаночные, 1, 2, 3. Делаю накид, еще 6 изнаночных петель. 3, 4, 5 и 6. 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. Дальше провязываю 3 изнаночные петли. 1, 2 и 3. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю кромочной петлей. 5-й ряд. Кромочную переснимаю. Это лицевая сторона вязания, поэтому я начинаю ее сразу с провязывания раппорта узора. 4 лицевые петли, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые петли, накид, 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Далее до конца раппорта провязываю изнаночные. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Я закончила вязать раппорт узора. Далее вяжу петли симметрии. 4 лицевые, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 лицевые петли. 1, 2, накид и 4 лицевые петли. 3, 4. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю кромочной. 6-й ряд. Это изнаночная сторона вязания, и ее я начинаю провязывать с петель симметрии. Кромочную я переснимаю. Далее 2 изнаночные, накид, 3 изнаночные петли, 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот таким образом я это провязываю. Далее 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4 и 5. И начинаю вязать сам раппорт узора. 8 лицевых петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее 2 изнаночные. 1, 2. Накид. 3 изнаночные петли. 1, 2, 3. 2 вместе изнаночной с наклоном вправо. И 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Я закончила вязать раппорт узора. Кромочной заканчиваю вязание ряда. Дальше 7 и 8 ряд провязываются лицевой гладью. То есть 7 ряд при поворотном вязании провязываются все петли лицевыми, а 8 все петли изнаночными. Здесь никакой сложности нет, поэтому эти 2 ряда я провяжу за кадром. Мы с вами связали половину раппорта узора в высоту. Для вязания следующей половины раппорта петли симметрии распределяются таким образом: 6 петель в начале ряда и 6 петель в конце ряда. Эти петли на протяжении высоты полураппорта будут провязываться просто лицевыми. Итак, 9 ряд. Кромочную переснимаю, провязываю 6 лицевых петель симметрии. 2, 3, 4, 5 и 6.
Далее начинаю вязать сам раппорт узора. На схеме он выделен красным контуром, и вы вяжете то количество раппортов, которое нужно для вашего изделия, а ряд будете заканчивать так, как это делаю я. Итак, 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. 3 изнаночные. 2, 3. Дальше 3 лицевые петли, делаю накид и 7 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Далее провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Здесь меняется направление убавлений. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю 6 лицевыми петлями симметрии 3, 4, 5 и 6 и кромочная петля. 10-й ряд кромочная, далее провязываю 6 изнаночных, это петли симметрии 2, 3, 4, 5, 6. Дальше начинаю вязать сам раппорт узора. 1 изнаночная петля, 2 вместе изнаночной с наклоном влево. В изнаночных рядах также изменился у нас наклон убавлений. 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Делаю накид. В изнаночных рядах я делаю накид на себя, чтобы мне было удобно вязать дальше. Дальше идет 1 изнаночная петля и 4 лицевые. 2, 3, 4. Затем провязываю 4 изнаночные петли. 2, 3 и 4. На этом я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю 6 изнаночными петлями симметрии. 3, 4, 5 и 6. Кромочная завершает вязание ряда. 11 ряд. Кромочную переснимаю, провязываю 6 лицевых петель симметрии 3, 4, 5, 6 и приступаю к вязанию самого раппорта узора. 3 лицевые петли, далее 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4 и 5. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, делаю накид и еще 4 лицевые петли. 3, 4. Далее идет убавление 2 вместе лицевой с наклоном вправо и провязываю 2 лицевые петли. На этом я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю 6 лицевыми, это петли симметрии у меня. И кромочная петля. 12 ряд. Кромочная. 6 изнаночных, это петли симметрии. 2, 3, 4, 5, 6. После чего начинаю вязать сам раппорт узора. 3 изнаночные, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, 5 изнаночных петель, 2, 3, 4 и 5. Накид, здесь я делаю накид на себя, дальше идет 2 изнаночные петли и 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 петля. Дальше 2 изнаночные, и на этом я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю провязыванием 6 изнаночных петель, это петли симметрии. 6 и кромочная. 13 ряд. Кромочная. 6 лицевых, это петли симметрии. 2, 3,
4, 5, 6. Дальше я буду вязать сам раппорт узора. 1 лицевая петля, 7 изнаночных, 3, 4, 5, 6 и 7. 5 лицевых, 2, 3, 4, 5. Дальше идет накид, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 4 лицевые петли. 2, 3, 4. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю 6 лицевыми петлями симметрии и кромочной петлей. 14 ряд. Кромочная. Далее я провязываю 6 изнаночных петель симметрии. 3, 4, 5 и 6. После чего приступаю к вязанию самого раппорта узора. 5 изнаночных, 3, 4 и 5. 2 вместе изнаночной с наклоном влево. Здесь убавление будет вместе с предыдущим накидом. Так и должно быть. Поэтому не пугайтесь, если у вас это так на спицах находится, все вы вяжете правильно. После чего 2 изнаночные петли, накид, 3 изнаночные, 2, 3 и 8 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Я закончила вязать раппорт узора. Заканчиваю ряд провязыванием 6 изнаночных петель и кромочной. Далее 15 и 16 ряд провязываются лицевой гладью. То есть в 15 ряду при поворотном вязании все петли провязываются лицевыми, а в 16 по изнаночной стороне провязываются все изнаночные петли. Здесь сложности никакой нет, я провяжу их за кадром и вернусь к вам, покажу, как делается переход от узора к узору. Мы вместе с вами провязали один раппорт узора в высоту. Если вы повторяете этот джемпер, нужно провязать 2,5 раппорта в высоту. То есть 5 вот таких изнаночных треугольничков у вас должно получиться. За счет того, что узор, смещение происходит неравномерное здесь, вот эти листики уходят в лицевую гладь первого полураппорта узора, а листики второго полураппорта узора уходят в треугольник изнаночной глади. Так это должно быть по рисунку. И это является таким ключевым маркером, по которому вы можете проверить, правильно ли вы все вяжете. Сам переход от узора к узору здесь выполнен платочным узором. Нужно провязать его 4 ряда. На что хочу обратить ваше внимание. Если вы вяжете по кругу или на машинке, к примеру, вообще на джемпере при близком рассмотрении между раппортом узора и платочным должно быть провязано не 2, как вот здесь у меня провязано ряда по схеме, а 3 ряда. Но если мы так делаем, тогда получается, что второй узор нужно будет формировать в изнаночных рядах при поворотном вязании. Это не очень удобно, поэтому я провязываю здесь 2 ряда, вот после узора, как по схеме. Далее начинаю провязывать платочный узор, начиная с лицевого ряда. То есть по лицевой стороне и по изнаночной я его провязываю лицевыми петлями, чтобы у меня был здесь дополнительный ряд. Я провязала 4 ряда платочным узором. Переход заканчиваю, провязывание 2 лицевых рядов. То есть
По лицевой стороне будут идти лицевые петли, по изнаночной стороне изнаночные петли. Я провязала 2 ряда лицевой глади, это окончание моего перехода. Также провязала 4 первые ряда узора второй части свитера. Единственное, что я здесь, как и на модели, которую я вам показывала, изнаночные петли не провязывала, просто провязала лицевой гладью все петли. Итого у меня после платочного узора связано 4 ряда лицевой гладью. В следующем ряду я буду делать по схеме перекрещивания. Сейчас вы видите на экране схему полностью узора этого джемпера с переходами и со второй частью узора. Вторую часть я решила не отделять схемой отдельно, потому что узор очень простой и, думаю, будет понятно все. Вместе с вами я только начну вязать вторую часть узора, чтобы показать, как выполняются те или иные элементы вязания и на что нужно обратить внимание. Третий ряд второго узора. Кромочную я переснимаю, провязываю 2 изнаночные петли. 1 и 2. Далее делаю перекрещивание 2 на 2 влево. Хочу обратить ваше внимание, что перекрещивание и убавление здесь нельзя менять местами, потому что узор ляжет неправильно. Если вы делаете жгуты влево, значит убавление петель вы будете делать вправо. Если же вы хотите жгуты делать вправо, тогда убавление вам нужно будет делать влево. А теперь давайте покажу, как это на практике. Итак, 2 изнаночные я провязала. Далее делаю жгут 2 на 2 влево. Нить за работой. Первые 2 петли переношу на правую спицу. Следующие 2 провязываю лицевыми. Далее перед работой подхватываю первые 2 не провязанные петли. Придерживая пальцами аккуратно все 4 петли снимаю со спицы. И за работой на правую спицу поднимаю провязанные петли. И таким образом выполняю перекрещивание. На левой спице у меня остались не провязанные петли, на правой провязанные. Теперь я провязываю 2 оставшиеся лицевые петли. И еще раз делаю это перекрещивание. 2 петли переношу, следующие 2 провязываю лицевыми. Перед работой их подхватываю, а за работой поднимаю провязанные петли. Выполнила перекрещивание и провязываю 2 лицевые. После чего провязываю 2 изнаночные петли и вновь выполняю перекрещивание. Первые 2 переснимаю, следующие провязываю. Выполняю само перекрещивание и провязываю петли. Следующее перекрещивание, 2 петли сняла, 2 провязала. Перенесла на левую спицу не провязанные, на правую провязанные петли и провязала. 2 перекрещивания выполнила, значит дальше мне нужно провязать 2 изнаночные петли. И вновь выполняю перекрещивание. 2 провязываю, далее меняю их местами. И провязываю следующие 2 петли. И последнее перекрещивание, 2 переношу, 2 провязываю, затем выполняю само перекрещивание и провязываю оставшиеся петли. Заканчиваю ряд 2 изнаночными. Вот так выглядит провязанный третий ряд и сам переход. В этом узоре все петли в четных рядах провязываются по рисунку. Думаю, здесь всем все понятно. То есть лицевые петли лицевыми, изнаночные изнаночными. Четные ряды дальше я буду провязывать за кадром. 5-й ряд, и здесь начинается вязание ажурной части.
Кромочную переснимаю, провязываю 2 изнаночные, и первое перекрещивание, вот это у меня будет ажурная часть. 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Это то, о чем я говорила недавно. Если у меня жгуты смотрят влево, значит вот эти убавления в ажурной части у меня должны быть вправо. Дальше накид. Еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. И третий раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо и накид. 1 лицевая петля, 2 изнаночные. 8 петель жгута в этом ряду я провязываю просто лицевыми петлями. Это 8 лицевых у меня идет. 6, 7 и 8. Дальше 2 изнаночные и вновь ажурная часть. 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и третий, последний раз, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и накид. Дальше 1 лицевая петля. И 2 изнаночными я заканчиваю вязание. 7 ряд. Кромочную переснимаю, провязываю 2 изнаночные петли. И вот моя ажурная часть. Ее я начинаю в этом ряду с провязывания 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Второй раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. И третий раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Дальше 2 лицевые петли. После чего провязываю 2 изнаночные разделительные и выполняю перекрещивание в жгутах. Также оно будет влево, нить за работой, 2 первые петли переношу на правую спицу, а с левой 2 провязываю петли. Далее выполняю само перекрещивание и провязываю петли, которые не были провязаны ранее. И второй жгут выполняю точно так же. 2 петли перенесла, 2 провязала. Можете этот элемент выполнять с дополнительной спицей, если вам так удобнее. Дальше идет 2 изнаночные петли и вновь выполняю ажурную часть этого узора. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и третий раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые и 2 изнаночные петли. Ряд заканчиваю кромочной. Я показала выполнение всех элементов этих 2 узоров. Надеюсь, было все понятно. И дальше вы сможете по схеме воплотить эту красоту в жизнь. Надеюсь, джемпер вас вдохновил точно так же, как и меня. Всем хорошего дня и до встречи на канале!